На лайнере «Титаник» работали 25-летний радист Джек Филлипс и его 22-летний помощник Гарольд Брайт. Именно Филлипс отправил один из первых в истории сигнал СОС – международный телеграфный сигнал бедствия. Джон Джордж Джек Филлипс родился 11 апреля 1887 года в городе Годалминг, графство Суррей, Великобритания, в семье управляющего магазином. В 1912 году, после окончания школы, 15-летний Филлипс нанялся в почтовую контору родного города. В марте-августе 1906 года он проходил обучение в школе радиооператоров компании Меркони в Сифорте к северу от Ливерпуля. Первую должность радиста Джек Филлипс получил на борту корабля «Тевтоник». В течение последующих 2 лет он плавал на различных лайнерах. В 1908 году Филлипс получил пост радиооператора станции Маркони на первой постоянно действующей трансатлантической линии беспроводной связи от Клевдена, Ирландия, до Глейс-Бей, Новая Шотландия. В 1911 году он вернулся в море, работал на борту Адриатики. В марте 1912 года Джек получил назначение на «Титаник» и приехал в Белфаст, Северная Ирландия, где встретился со своим будущим напарником Гарольдом Брайтом. Филлипс считался высококлассным оператором, передающим сообщения со скоростью около 39 слов в минуту при 18 словах в минуту в среднем для радистов. Гарольд Сидни Брайт родился в Лондоне 11 января 1890 года. После окончания школы он также обучался работе радиооператора в компании Марцони. В 1911 году Брайт стал радистом компании и поступил работать на корабль Хиверфорд, затем на Луситания. На «Титаник» Брайт взошел в Белфасте, одновременно с Джеком Филлипсом в качестве второго радиста. Гарольд Брайт работал со скоростью 26 ударов в минуту. Как служащий компании Меркони он получал 2 фунта 26 центов в месяц. На лайнере радисты решили разделить сутки на 4 дежурства. Брайт должен был нести вахту с 14 до 20 вечера и с 2 до 8 утра, а Филлипс с 8 до 14 дня и с 20 часов 0 минут до 2 ночи. В то время радиотелеграф считался передовым веянием, чем воспользовались состоятельные пассажиры, посылавшие множество телеграмм родственникам и друзьям на берег или на другие суда. После выхода «Титаника» из Саутгемптона радистов закидали коммерческими посланиями частного характера. Учитывая небольшую зарплату, радиооператоры старались изо всех сил. В результате перенапряжение радиопередатчик был поврежден, и Филлипсу понадобилось около 6 часов на наладку. Как подсчитал Брайт, 14 апреля, в воскресный вечер перед крушением «Титаника», было отправлено и получено около 250 сообщений. Работа по 12-14 часов в сутки в напряженном ритме приводила радиста почти в изнеможение. Приходилось повторять по нескольку раз каждое сообщение и еще чинить передатчик. В этой ситуации было немудрено потерять бдительность и не уделить должного внимания предупреждениям о льдах, посылаемым с других судов. Сообщения о льдах были переданы с бортов нескольких кораблей. За час до столкновения радист Калифорниен Эванс попытался сообщить о задержавшем их ледяном поле, но Джек Филлипс прервал его: «Отстань. Я занят, я работаю с мысом Рейс». Оператор Калифорниен, как и другие радисты в этот вечер, не использовал при передаче пометку МЖ, принятую для сообщения особой важности, поэтому Филлипс не воспринял сообщение всерьез. День перед крушением для радистов «Титаника» выдался настолько тяжелый, что Гарольд Брайт собрался подменить своего товарища на 2 часа раньше в 12 часов ночи вместо 2 часов утра. В это время в радиорубке появился капитан Смит, сообщивший о том, что лайнер столкнулся с айсбергом. Он велел радистам быть наготове, чтобы передать сигнал о помощи. Через некоторое время капитан дал операторам телеграфной связи координаты «Титаника» и приказал Филлипсу подать сигнал бедствия. В начале 20 века код СОС, принятый как международный сигнал бедствия, использовался операторами Телефункен, компании, конкурирующей с Меркони, в которой работали радисты «Титаника». Поэтому сначала был передан Сигналск. Сигналск, приходите быстро, опасность был предложен компанией Меркони в 1904 году и утвержден в 1906 году на морской конференции в Берлине с участием представителей 29 стран. Позже стало ясно, что Сигналск неудобен для передачи из-за большого количества знаков. В 1908 году было предложено заменить его простым сочетанием СОС, представлявшее собой комбинацию 3.3-3 и воспроизводимый без пауз в отличие от других сигналов. Филлипс работал на ключе, а Брайт информировал капитана Смита о результатах общения с другими кораблями в радиоэфире. Несмотря на роскошь, на лайнере не было связи с рубкой. Сигналы с «Титаника» были приняты 3 суднами радиостанции мыса Рейс, лайнером «Вирджиния».
Джек Филлипс специально снизил скорость передачи с 39 до 15 слов в минуту, чтобы менее профессиональные телеграфисты успевали записывать все сообщения о бедствии. Радист Карпати Гарольд Катам собирался ложиться спать, когда услышал сигнал о помощи с «Титаника». Чтобы помочь терпящим бедствие, он разбудил капитана Растрона, который отдал приказ немедленно отправиться к месту крушения. Филлипс в это время передавал координаты корабля, пользуясь сигналом СКТ. Гарольд Брайт предложил товарищу: «Пошли, СОС, это новый сигнал, а то тебе, может быть, больше никогда не придется посылать его». В 0 часов 45 минут с «Титаника» был послан один из первых в истории сигнал СОС. Призывы о помощи повторялись еще полчаса, но большая часть кораблей, слышавших их, была слишком далеко. В 1 час 30 минут оператор «Титаника» телеграфировал: «Мы высаживаем пассажиров в маленькие шлюпки». В 1 час 45 минут Филлипс передал радисту Карпати: «Приходите как можно скорее, старина, вода в машинном отделении дошла до котлов». Около 2 часов 17 минут судно «Вирджиниан» поймало последние слабые сигналы с тонущего «Титаника». Шлюпочная палуба уже омывалась водой, а Филлипс все посылал сообщения о помощи. Он продолжал телеграфировать и через 15 минут после того, как капитан велел прекратить передачи и идти к шлюпкам, отойдя от ключа, когда вода полилась в радиорубку. Филлипс работал так, что не заметил, как какой-то мужчина стал отстегивать у него спасательный жилет. Прибывший на помощь Брайт оттолкнул вора, и радисты выбежали на шлюпочную палубу. Гарольда Брайда смыло волной, но он сумел удержаться за парусиновую шлюпку и спастись, пострадав из-за сильного обморожения ног. Подлечившись в госпитале, Брайт продолжил работу радиста. Он женился и стал отцом 3 детей. Чтобы избежать излишнего внимания к семье, он переехал в Шотландию, где работал камевояжером. Скончался Брайт в 1956 году в возрасте 66 лет. Тело Джека Филлипса не было найдено. На его родине, в Годалминге, был сооружен мемориал, посвященный Джону Джорджу Филлипсу. Катастрофа «Титаника» показала необходимость использования беспроводной связи в море, и телеграф стал повсеместно устанавливаться на больших судах. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал и поставьте лайк.